Друзья, всем привет! На улице стремительно холодает, а это значит, что пора уже переходить на зимнюю резину, и стоит задуматься как минимум о ее покупке. И сегодня я вам расскажу о том, как я купил себе зимнюю резину Greenlander. Поехали! Итак, у нас есть Hyundai Santa Fe 2003 года. Старый хороший автомобиль, при этом у него достаточно нестандартные колеса. Это 16 радиус и 225 на 70. Такой непопулярный размер купить не так просто. Ранее я уже имел дело с китайской резиной, я до этого 7 зим отъездил вот на такой вот резине Kingstar, и что могу о ней сказать? Большой мощный протектор, гребет отлично, но шумит как самолет, сама резина была дубовая, возможно уже из-за возраста. Балансировалась она ужасно, то есть доходило до того, что на колеса чуть ли не по 120 грамм вешалось, и даже это не всегда помогало. Поэтому как бы ездили, но опять же и мучились. Исходя из всего вышеперечисленного, было принято решение резину поменять на новую. И опять же был куплен китаец Greenlander 225 на 70 R16, асимметричная зимняя резина. Ну и в целом я вам хочу сказать, первые впечатления по ней пока положительные. Итак, как уже было сказано, это у нас асимметричная зимняя резина, радиальная, бескамерная, не направленная. При этом имеет скандинавский рисунок протектора. Две вот такие вот бороздки, ну и кучу-кучу ламелей между ними. Даже с учетом того, что на резине протектор не столь агрессивный, как у меня на предыдущей, куча обозначений того, что резина все-таки зимняя. Всякие звездочки, всякие снежинки. Написано Winter, то есть без вариантов. Также есть MS, гора со снежинкой и так далее. Все необходимые обозначения на этой резине присутствуют. Также, напомню, резина асимметричная, и на ней написано, где внутренняя сторона, а где внешняя, и это важно при установке резины на автомобиль. Проехав на этой резине уже порядка 1000 километров, первое, что удивило, это ее тишина. Эта резина реально тихая. В отзывах я читал, что пишут, шумит как самолет. Нет, у меня предыдущая резина шумела как самолет. Эта резина реально тихая, она даже тише, чем моя летняя резина. А летняя резина у меня стоит Tiger SUV Summer. Я даже не знаю, как это объяснить. Причем еще интересный момент, резина на ощупь реально мягенькая, мягкая вся. И верхний протектор мягкий, и даже вот боковые стороны, но при этом уже установленные на машину колеса, накачанные, не кажутся продавленными или спущенными. Ну и вот, колесики поставлены на машину, порядка 1000 километров уже проезжено, и могу сказать, что пока, опять же, я доволен. Greenlander GL 868 реально можно рекомендовать к покупке. Пока каких-то заморозков или диких снегопадов у нас в Беларуси не было, но мне кажется, что зимой она поведет себя точно так же, а может еще и лучше, потому что новая, чем моя предыдущая резина. Во всяком случае, проверим. Уже на носу ноябрь, скоро первые снега, поэтому про это мы тоже, я думаю, расскажем. Еще, кстати, один момент. Уже удалось на этой резине нормально поковыряться в грязи. Santa Fe хоть и не супер джип, однако это машина с постоянным полным приводом. И из хорошей грязищи на этих колесах она выехала достаточно легко. Что же касается установки данных колес на автомобиль, то проблем никаких не возникло. Резина отлично отбалансировалась, грузики были максимум до 40 грамм, резина ровная, не кривая. Руль не бьет, все отлично. Ну вот как-то так, дорогие друзья. Кому было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!